Всем привет, с вами Алексей Сипачевский, я эксперт по настольному теннису и инвентарю для него. Сегодня у нас обзор длинных шипов Desperado на губке 0.6. Я рекомендую досматривать до конца, весь обзор будет интересный. Также я рекомендую пользоваться оглавлением видео, чтобы найти нужные темы или их пересмотреть, к ним вернуться, если что-то нужно увидеть повторно. Мы размечаем наши видео на эпизоды, пользуйтесь этим, чтобы легко найти интересующий фрагмент. Что касается базовых свойств, то она обладает слабой тягой, явно ниже средней, и довольно высокой скоростью. И тут, исходя из этого, многие могут подумать, что это накладка для игры у стола. Но у нас сложилось впечатление, что она сильнее всего именно в дальней зоне. У стола она тоже хороша, но в общем сейчас обо всем подробнее. Что касается защиты в дальней зоне, то за счет слабой тяги она дает очень мощный реверс. При этом на медленном защитном основании, вот мы на баррикаде тестировали, очень хороший контроль, и подрезки можно делать разной техникой. То есть можно делать классической техникой с таким амплитудным махом, и можно делать совсем коротко, так чуть-чуть предплечьем и кистью, только рубануть мяч без большой амплитуды. И это тоже получается контрольно, и тоже хорошо идет на стол, и мяч по свойствам тоже получается сложный и неприятный. То есть подрезка в дальней зоне, в общем, не просто хороша, а очень-очень хороша. И контроль прекрасен, легко попадать на стол. И запил получается очень сильный. И траектории сложные, неприятные. Единственное, кто-то может подумать, что тут должна быть нехватка возможностей варьировать силу подрезки. И вместо запила возвращать иногда плоский мяч. Если действовать именно подрезочным движением, то да, вернуть плоский мяч будет безусловно сложнее, так как тяга у шипа очень слабая. Но зато тут можно вместо подрезки использовать более такое пихающее блоковое движение. И тогда можно получить вообще полностью плоский мяч. Так что возможности вариации тут все равно сохраняются очень хорошие, несмотря на слабую тягу. А сопернику различить, что там было сделано, подрезка или блок, не просто, потому что подрезку этими шипами можно делать коротким движением без амплитуды. И отличить, что там была короткая такая подрезка или это был блок во время розыгрыша, да на расстоянии, ну пусть кто-нибудь попробует. Я бы сказал, что тут скорее нужно очень внимательно смотреть на возвращающийся мяч. Крутится он или логотип у него на одном месте болтается. Подведя небольшой итог по игре в дальней зоне. Издали можно защищаться вариативно, используя как подрезки, так и дальние блоки. Подрезки с очень мощным запилом, а дальние блоки наоборот плоские. Во-первых, это все можно варьировать, чтобы запутать соперника, а во-вторых, можно выбрать, что использовать преобладающе в зависимости от того, против каких мячей сопернику сложнее играть. Теперь, что касается блока. В игре блоком на столе тоже порядок. Блок работает за счет слабой тяги. Просто пассивный блок, очень контрольный. То есть можно просто подставлять ракетку под мяч, практически вертикально. Разве что нужно специально смягчать какие-то особо мощные топсы. Но их прием с любой накладкой значительно сложнее. А так просто пассивный блок работает очень хорошо. Он возвращает в подавляющем большинстве случаев практически плоский мяч, без реверса. Однако, несмотря на то, что мяч плоский, траектория полета у него получается агрессивная, и он садится после отскока. Так что блок по своим свойствам в порядке не только на своей стороне, но и на стороне соперника.
Кроме простого блока можно еще использовать блок с давлением вперед, такой давящий блок или пуш-блок. Если приходящий мяч не очень быстрый, то можно надавить и отправить мяч на сторону соперника с добавлением собственной скорости, особенно если его еще в другой угол запустить. В общем, такой блок тоже работает контрольно, и его тоже стоит использовать с этими шипами. А если кому не хватает нижнего вращения на блоке, то можно использовать чоп-блок. Несмотря на то, что этот шип с губкой 0,6 на таком медленном и контрольном основании, как баррикада, чоп-блок тоже работает. Ну, единственное, что нужно его применять против более вращающихся и не самых быстрых мячей, так как он более требователен к технике. Однако чоп-блок работает, и чоп-блок уже дает мячи с хорошим реверсом. Прокач на столе можно тоже сказать, что он весьма хорош. Как с точки зрения контроля для того, кто эту накладку в руках держит. Причем можно применять разные движения, можно мяч подрезать. Наличие небольшого сцепления плюс губка плюс мягкость основы позволяет действовать именно подрезочным движением. Хотя очень часто вместо подрезочного движения лучше использовать толчок, такое пихательное движение. Оно зачастую даст больше контроля и более высокую скорость возврата мяча сопернику. И траекторию также более агрессивную, более садящуюся. Если вы играли с слаботянущими шипами или играли против игрока, который такую технику использует с слаботянущими шипами, вы легко поймете, о чем я сейчас. Про атаку можно сказать, что она тоже на хорошем уровне. Попадать легко, мячи не самые сложные для соперника получаются, но попадать легко, поэтому можно атаковать, чтобы соперника загнать в неудобную позицию и добить атакующей накладкой. В общем, шип Desperado на губке 0,6 получился с разнообразными возможностями. Сложно было определиться, для чего он лучше, для игры у стола или для дальней зоны, но все-таки я думаю, что он наилучшим образом себя проявит именно в игре с преобладанием действий в дальней зоне. Хотя, если кто-то любит для игры у стола шипы не без губки, а на тонкой губке, то вполне могу себе представить вариант использования их для игры у стола без отхода в дальнюю зону, просто держа мяч на столе в основном пассивным блоком, ну и разбавляя это все иногда чоп-блоками или пуш-блоками и эпизодическими атаками. Ну а если вы сами имеете хороший опыт игры этими шипами, то напишите, что думаете, как лучше это, для дальней зоны шип или для игры у стола. А то я в своем мнении, что все-таки больше для дальней зоны не полностью уверен, и хотелось бы и другие мнения узнать. Обзор версии без губки мы сделаем отдельно.